Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 10 июля. Поговорим о церковном календаре, уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 10 июля. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас. Ну а также не забывайте подписываться, у нас много полезной для вас информации. 10 июля православная церковь вспоминает святого Самсона Странноприимца, известного своей благотворительной деятельностью и медицинской помощью бедным и больным. Святой Самсон родился в Риме в богатой и знатной христианской семье, и его жизнь стала примером самоотверженного служения ближним. С самого детства Самсон проявлял глубокое сострадание к больным и немощным. Он рос в христианской семье, где ему прививали ценности милосердия и помощи ближнему. Эти уроки нашли отражение в его выборе профессии, он стал врачом. Однако его работа не ограничивалась только медицинской помощью. Самсон заботился о своих пациентах всесторонне, помогая им не только выздороветь, но и обретать душевное спокойствие и поддержку. Работа Самсона как врача отличалась не только высоким профессионализмом, но и глубоким духовным подходом. Он лечил людей с молитвой и верой, считая, что духовное здоровье неотделимо от физического. Его милосердие и бескорыстие привлекли к нему множество людей, нуждающихся в помощи. За свою богоугодную жизнь и самоотверженное служение ближним Самсон был рукоположен в священники патриархом Константинопольским. Одна из самых известных историй о Самсоне связана с императором Юстианом I. Император серьезно заболел, и все попытки его вылечить не давали результата. Самсон, благодаря своей вере и медицинским знаниям, смог исцелить Юстиана. В знак благодарности император построил дом для странников и немощных, где Самсон продолжал служить до конца своих дней. Этот дом стал прообразом современных больниц и приютов, где помощь оказывалась всем нуждающимся, независимо от их происхождения и положения. Святой Самсон скончался в 530 году в Константинополе. Его похоронили в церкви святого мученика Мокия. Однако его дело продолжило жить в сердцах и делах тех, кто вдохновился его примером. Дом, построенный императором Юстианом, стал символом милосердия и помощи ближнему. Святой Самсон, странноприимец, оставил глубокий след в истории православной церкви и христианского милосердия. Сегодня память святого Самсона чтут верующие по всему миру. Его жизнь является примером для всех, кто стремится помогать ближним и служить обществу. В православных церквях 10 июля проходят службы, посвященные его памяти, где верующие вспоминают его подвиги и молятся о помощи в болезнях и в трудностях. Жизнь святого Самсона Странноприимца напоминает нам о важности милосердия, сострадания и бескорыстной помощи ближним. Его пример вдохновляет многих людей на добрые дела и служение другим, независимо от их социального статуса и положения в обществе. В народном календаре 10 июля отмечается Самсонов день или Самсон Сеночный, также был известный как Самсон Сеногной. Этот день посвящен был памяти преподобного Самсона Странноприимца, но в народной традиции он приобрел особое значение, связанное с сельскохозяйственными работами, особенно сенокосом. Самсонов день назван в честь святого Самсона Странноприимца, который жил в VI веке и был известен своей благотворительной деятельностью и медицинской помощью больным и немощным. Его самоотверженность и милосердие оставили глубокий след в христианской традиции, его память чтят по сей день. Однако в народной культуре этот день приобрел свое уникальное значение. Самсонов день приходится на разгар сенокоса, одного из самых важных периодов в сельскохозяйственном календаре. Сенокос был жизненно важным событием, так как от качества и количества заготовленного сена зависело благополучие домашнего скота в зимний период.
Самсонов день традиционно ассоциируется с трудом и усердием. В этот день все члены семьи от мала до велика отправлялись в поле для сбора сена. Работы начинались с раннего утра, так как каждое сухое утро было на вес золота. По иронии судьбы, этот период часто сопровождался дождями, что затрудняло заготовку сена. По народным приметам, если на Самсона идут дожди, то это может предвещать затяжную непогоду, что приводило к порче сена. Намокшее сено начинало гнить, что могло привести к значительным потерям. Отсюда и второе название праздника «Самсон сеногной». В этот день в поле работали все. Дети помогали собирать и складывать сено, женщины и старики тоже принимали активное участие в процессе. Такая сплоченность и коллективный труд были необходимы, чтобы успеть заготовить как можно больше сена до начала дождей. Люди молились святому Самсону, странноприимцу, прося у него хорошей погоды и сил для работы. Считалось, что молитвы помогут избежать дождей и сохранить урожай. В народной культуре существовало множество народных примет и поверий, связанных с Самсоновым днем. Некоторые из них сохраняются и до сих пор. Если в этот день идет дождь, то в Самсонов день 10 июля, то сено может загнить, что приведет к нехватке кормов для скота зимой. Солнечная погода на Самсонов день предвещала удачный сенокос и богатые заготовки. Считалось, что чем дружнее и организованнее работают люди, тем больше сена удастся заготовить и тем удачнее будет зимовка. Хотя Самсонов день был в первую очередь рабочим днем, в народной культуре существовали и небольшие празднества. После завершения работ люди могли собраться за общим столом, поделиться новостями и историей дня. Такие моменты укрепляли чувство общности и взаимопомощи. Одной из главных традиций Самсонова дня было гостеприимство. Люди зазывали странников и нуждающихся в свои дома, вкусно кормили, обхаживали и предоставляли лучшие места для отдыха. Считалось, что помощь и забота о ближних приносят благословение и удачу. В этот день было принято одаривать нуждающихся деньгами и подарками. Считалось, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь взамен. Эта традиция отражала веру в благотворительность и милосердие как важные добродетели. Люди, родившиеся в Самсонов день, считались отмеченные Богом. Считалось, что они обладают сильным характером, любовью к точным наукам и стремлением доводить свои задачи до идеала. Самсонов день именины отмечают Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр и, конечно же, Самсон. Празднование именин в этот день также связано с благословением и добрыми пожеланиями именинникам. В народной традиции Самсонов день был наполнен особыми ритуалами и обычаями, которые помогали людям сохранить здоровье, благополучие и защитить свои семьи от бед. Эти обычаи передавались из поколения в поколение и включали как духовные, так и практические действия. День начинали 10 июля с посещения церкви, где молились преподобному Самсону странноприимцу, прося его о помощи и защите. Это был важный духовный обряд, который придавал людям силы и уверенности на весь день. По возвращении из церкви семьи собирались за общим столом, где ели кашу на молоке. Сливочное масло, которым щедро сдабривали кашу, символизировало изобилие и благополучие. Считалось, что такой завтрак привлечет благосклонность святого Самсона и обеспечит финансовую стабильность. Девушки рано утром выходили в поле, чтобы собрать росу. Эта природная влага считалась магической и исцеляющей. Умывание росой в Самсонов день обещало долгую молодость и красоту. Верили, что роса, собранная в этот день, обладает особыми свойствами, которые сохраняют привлекательность и отодвигают старение. Для защиты семьи от опасностей и бедствий люди выбрасывали на дорогу старые и ненужные вещи. Этот ритуал символизировал избавление от всего плохого и ненужного, что могло бы помешать счастью и благополучию семьи.
Ну а чтобы избавиться от болезней, на перекрестках дорог оставляли ногти и волосы больных людей. Этот ритуал был направлен на передачу болезней земле, которая по поверью поглощала недух и освобождала человека от страданий. В Самсонов день люди внимательно следили за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на ближайшие недели. Эти приметы были важной частью сельскохозяйственного календаря и помогали планировать работы на полях. Считалось, что если в этот день идет дождь, то ненастье продлится до бабьего лета. Народная примета на Самсона «Дождь 7 недель» тоже предупреждала о затяжной непогоде, что мало негативно сказаться на сборе урожая и заготовке сена. Если в Самсонов день светит солнце, это предвещало 7 недель теплой и ясной погоды. Такая примета радовала крестьян, обещая хорошую погоду для всех сельскохозяйственных работ. Поведение насекомых также служило индикатором будущей погоды. Злые и агрессивные пчелы предсказывали засуху, а стрекозы, сильно шуршащие крыльями во время полета, предупреждали о надвигающемся ненастье. На Самсонов день расцветал лопух, который использовали в особом обряде для детей. Родители срывали лопухи и легонечко били им ребятишек, приговаривая «не будь лопухом» 3 раза. Этот ритуал символизировал передачу ума и мудрости. Считалось, что ребенок будет расти умным и сообразительным. Лопух в данном контексте выступал как символ природы и ее силы, способной улучшить интеллектуальные способности человека. Женщины в этот день готовили специальные пояса из сена. Такие пояса надевали при радикулите, растяжениях и других болях в спине. Считалось, что сено, заряженная энергия Земли, обладает целебными свойствами и помогает справляться с болью. Пояс из сена был доступным и эффективным народным средством, широко используемым в сельских общинах. Одним из важных обычаев на Руси было водить лошадей в храмы, где их окропляли лопухами, смоченными святой водой. Этот ритуал проводился для того, чтобы животные были сильными и здоровыми, имели много энергии для работы в поле. Лошади играли ключевую роль в сельском хозяйстве, и их здоровье было залогом успешного ведения хозяйства. Окропление святой водой и лопухами считалось мощным средством защиты от болезней из глаза. Самсонов день или Самсон Сеночный известен не только своими традициями и приметами, но и особыми запретами, которых строго придерживались наши предки. Эти запреты были направлены на защиту от бед и несчастья, а также на сохранение здоровья и благополучия семьи и хозяйства. Давайте рассмотрим, что же нельзя было делать в Самсонов день и какие поверья были с этим связаны. В этот день нельзя было выводить лошадей на работу, не окропив их сначала святой водой. Считалось, что святая вода защищает животных от сглаза, болезней и проделок темных сил. Освящение проводилось с помощью лопухов, которые символизировали защиту и очищение. Этот ритуал был особенно важен для крестьян, чьи лошади были неотъемлемой частью сельскохозяйственных работ. Самсонов день запрещалось валяться на сене. Считалось, что пренебрежение этим запретом может привести к тому, что сено сгниет. Это было особенно важно, когда сено являлось основным кормом для скота в зимний период. Нарушение этого запрета могло привести к значительным потерям и трудностям для всей семьи. Отказывать нуждающимся в помощи в этот день было строго запрещено. Люди верили, что отказ в милосердии может привести к бедности и несчастьям. Помощь и щедрость в Самсонов день считались залогом благополучия и достатка в будущем. Чем больше человек помогал другим, тем больше удачи и благословения он получал взамен. Береза в народной культуре ассоциировалась с тоской и печалью, поэтому назначать свидание у березы в Самсонов день было запрещено. Считалось, что такие встречи могут привести к долгим печалям и неудачам в личной жизни. Березы избегали также и в других ритуалах, связанных с любовью и счастьем.
В ночь на Самсонов день детей не оставляли одних. Считалось, что в это время нечистая сила может причинить неприятности, перепугать малышей, после чего они начнут болеть. Родители забирали детей к себе в постель, чтобы защитить их от возможных опасностей и тем самым обеспечить им спокойный сон. Многие запреты и ритуалы в Самсонов день были связаны с защитой от нечистой силы. Люди верили, что в этот день темные силы особенно активны и могут причинить вред. Поэтому соблюдение запретов и выполнение защитных ритуалов считалось необходимыми для обеспечения безопасности семьи и хозяйства. Незамужним девушкам 10 июля запрещалось облизывать и кусать свои губы. Народное поверье гласило, что такая привычка может отпугнуть женихов, и девушка не выйдет замуж еще год. Ну а чтобы избежать этого, девушки с самого утра мазали губы росой, собранной из красных или белых роз. Это нейтрализовало действие приметы и обеспечивало привлекательность. Также в этот день, в Самсонов день, следовали и другим рекомендациям по защите от нечистой силы. Например, на перекрестках дорог оставляли мелкие предметы, чтобы отвлечь внимание темных сил от дома и семьи. Люди выбрасывали сегодня старые ненужные вещи, символически избавляясь от всего плохого и негативного. Этот ритуал помогал очистить дом и привлечь новые возможности и благополучие. Сны, увиденные в ночь с 9 на 10 июля, считались вещами. Верили, что такие сны могут исполниться в течение 10 дней. Если этого не происходило, то не стоило ожидать их осуществления в будущем. А вот сновидения, увиденные днем 10 июля, считались предсказаниями событий, которые произойдут в ближайшем будущем. Люди обращали особое внимание на такие сны и старались запомнить их, чтобы подготовиться к возможным переменам. Вот такой, друзья, у нас с вами день 10 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас много полезной, важной и нужной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.